Доктор Фишер за годы работы ветеринаром повидал многое. Переломы, странные новообразования, тяжелые диагнозы и моменты прощаний, после которых в кабинете еще долго стояла тишина. Он давно понимал, что эта профессия связана с эмоциональной нагрузкой, непростыми решениями и днями, когда приходится брать ответственность за чужую жизнь. Но ничто не могло подготовить его к событиям, которые начали разворачиваться в тот день, когда в его клинику в пригороде Люцерна привезли Бланку, крупную белую лабрадорку на последнем сроке беременности. С виду она ничем не отличалась от других будущих собачьих матерей. Хвост спокойно вилял, движения были неторопливыми, и она без суеты вошла в кабинет, словно это был обычный визит. Роды начались так же, как и десятки других, с которыми доктор Фишер сталкивался за годы практики, но примерно в середине процесса произошло нечто необычное. Перемена была настолько странной и неожиданной, что он на мгновение застыл, не доверяя собственным ощущениям. С этого момента события начали развиваться по сценарию, который невозможно было предугадать. В кабинет вошла Сара, держа Бланку на руках. По ее лицу было видно, что тревога и надежда борются друг с другом. Бланка готовилась к своему первому помету. Доктор Фишер мягко улыбнулся и произнес несколько успокаивающих фраз. «Пока все выглядит нормально», — уверенно сказал он. «Поводов для волнения я не вижу». Сара кивнула, стараясь справиться с волнением. Бланка значила для нее гораздо больше, чем просто собака. Она была частью семьи. Белые лабрадоры известны своей уравновешенностью, ласковым характером и терпением, и Бланка полностью соответствовала этому описанию. Но никто тогда не подозревал, что эта беременность окажется совсем необычной. Семья Келлеров всегда относилась к Бланке как к полноценному члену семьи, и именно поэтому, когда подошел срок родов, Сара решила не рисковать и привезла ее в клинику Фишера, чтобы все проходило под наблюдением специалистов. Опыт доктора чувствовался в его уверенных движениях. Конечно, он знал, что многие собаки успешно рожают дома, но поскольку это был первый помет Бланки, клиника казалась более безопасным вариантом. Учитывая то, что произошло позже, это решение оказалось важнее, чем кто-либо мог предположить. Осматривая Бланку тем утром, доктор Фишер дважды пересмотрел снимки. Ее живот заметно увеличился с момента последнего осмотра, значительно больше, чем он ожидал. Он снова взглянул на рентгеновские изображения, нахмурился и тихо пробормотал себе под нос: «День будет непростой». Обращаясь к Саре, он осторожно сообщил, что у Бланки, по всей видимости, очень крупный помет. Ее глаза расширились от неожиданности. Медперсонал начал готовить родильную комнату и занимать свои места. Сара ждала этого дня почти 2 месяца, 63 дня, что соответствует стандартной продолжительности беременности у собак. Все это время она готовилась вместе с Бланкой, покупала необходимые вещи, переживала по мелочам, представляла крошечные лапки, бегающие по полу. Когда наступил этот день, в клинике царило сдержанное, напряженное ожидание. Все были готовы. Доктор Фишер вел роды спокойно и уверенно. Даже медсестры чувствовали, что их сердца бьются быстрее обычного. Вспоминая предыдущие визиты Бланки, жизнерадостной, уверенной собаки, он заметил, что сейчас все было иначе. Бланка была взволнована, издавала беспокойные звуки, тяжело дышала, ее взгляд метался по комнате, и привычной безмятежности не было. Доктор сразу понял, что роды идут быстро. «Она рожает», — сказал он, — «и процесс развивается стремительно». Он кивнул Саре и позвал команду. Независимо от того, как будут развиваться события, Бланке требовались их полная концентрация и внимание. Саре было тяжело наблюдать за тем, как Бланка страдает, но доктор мягко напомнил, что собаки очень чувствительны к человеческим эмоциям, и сейчас Бланке особенно нужна спокойная поддержка. «Просто дышите», —
тихо сказал он. «Она чувствует вас». Сара глубоко вдохнула и положила ладонь на спину Бланки. Прикосновение было ровным и уверенным, и постепенно напряжение у обеих стало спадать. Доктор дал знак, и команду осторожно переместили Бланку в родильную зону. Щенки должны были появиться в ближайшее время, и это ощущали все. Комната погрузилась в тишину, нарушаемую лишь первыми признаками новой жизни. Обычно помет у собак составляет от 5 до 6 щенков, иногда больше, но в этот раз они появлялись один за другим. Сначала 4, затем 6, потом 8. Сара стояла рядом, с волнением пересчитывая каждого щенка, который появлялся на свет, надеясь, что все они будут здоровы. Бланка держалась удивительно хорошо, оставаясь сосредоточенной и выносливой. Хотя собаки в большинстве случаев справляются с родами самостоятельно, доктор Фишер находился рядом в перчатках, готовый вмешаться в любую секунду. Атмосфера была напряженной, но наполненной надеждой. Каждый новорожденный щенок приносил облегчение. Когда процесс наконец завершился, на свет появилось 12 щенков. Это был необычайно большой и сложный помет. Он отличался не только количеством, но и разнообразием окрасов. Большинство были белыми и кремовыми, несколько имели полевый оттенок, а один щенок оказался с редким серебристым отливом шерсти, сразу привлекшим внимание. Команда переглядывалась, отмечая и необычный окрас, и равномерное распределение полов — 6 сук и 6 кобелей. Все выглядело почти как чудо, но затем произошло то, что заставило всех замереть. Когда щенки начали шевелиться и пищать, один из них остался неподвижным и молчаливым. Доктор подошел ближе и сосредоточил внимание на маленьком теле. Что-то пошло не так. Слово «мертворожденный» повисло в воздухе, хотя никто не решился произнести его вслух. Сара прикрыла рот рукой, ее глаза наполнились страхом. Но доктор Фишер не собирался сдаваться. «Давай, малыш», — тихо говорил он, осторожно массируя грудку щенка, согревая его, пытаясь вернуть к жизни. Бланка, только что родившая 11 активных щенков, была истощена, но все еще внимательна. Она медленно поднялась, подошла и мягко ткнулась носом в неподвижного щенка. Жест был спокойным и уверенным, словно она говорила «Я здесь». В комнате воцарилась абсолютная тишина. Иногда, несмотря на оборудование и опыт, именно материнское прикосновение становится решающим. Когда надежда почти угасла, щенок сделал слабый вдох, затем еще один. Бланка тут же начала его вылизывать, словно с самого начала знала, что он выживет. Она снова улеглась, свернувшись вокруг своего полного помета. Облегчение наполнило комнату, хотя доктор понимал, что вопросы только начинаются. Больше всего всех удивляло разнообразие окрасов. Для лабрадоров привычны определенные варианты, но серебристый щенок выбивался из стандартных представлений. Сначала все выглядело нормально, но вскоре Сара позвонила доктору и сообщила, что 6 щенков уже открыли глаза, тогда как остальные — нет, хотя обычно это происходит почти одновременно. Доктор предложил приехать на следующий день. Он начал осмотр, поднимая каждого щенка по очереди, и первым оказался Финн, с небольшим белым пятном на груди. Но внимание привлекли глаза. Один был темно-коричневым, другой — ярко-голубым. Доктор повернулся к Саре и спросил, есть ли еще такие. Она кивнула и указала на второго щенка — Арона. У него были такие же разноцветные глаза, похожие отметины и даже изогнутый хвост, что не характерно для лабрадоров, чьи хвосты обычно прямые и служат для управления телом в воде. При более тщательном осмотре доктор заметил, что щенки поразительно похожи, но белые отметины отличались в деталях, словно один и тот же рисунок был повторен с небольшими отклонениями. «Так быть не должно», —
пробормотал он, понимая, что даже у идентичных близнецов возможны тонкие различия, как, например, разные отпечатки пальцев у людей. Это осознание пробежало холодом по его спине. Он предложил провести ДНК-анализы, и Сара согласилась. Когда результаты пришли, они подтвердили нечто почти беспрецедентное. Финн и Арон оказались монозиготными, идентичными близнецами, явлением настолько редким у собак, что его долгое время считали невозможным. Однако позже выяснилось еще одно. Эти двое росли заметно быстрее остальных. Доктор решил провести анализ всего помета. Итоговые результаты раскрыли последнюю тайну. Щенки были зачаты в результате суперфекундации, когда в одном помете оказываются щенки от разных отцов. Сара вспомнила случай, когда Бланка во время течки ненадолго выбежала на улицу, и все, наконец, сложилось в единую картину. Два отца, два генетически разных помета и одна пара идентичных близнецов. История, которая потрясла даже опытного доктора Фишера и навсегда осталась в его памяти. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.